technology progresses and we move forward, we're often doing exactly the same things we used to do. И по мере развития технологий, по мере того, как мы движемся вперед, мы продолжаем какие-то вещи делать ровно так, как мы их делали раньше. And we think that the same kinds of images have an impact the way they used to when they don't. И нам кажется, что одни и те же изображения имеют одно и то же воздействие на людей, как и раньше, а на самом деле это не так. So this photograph was made in 1968, Christmas Eve. It's called Earthrise. It was made by an astronaut. Эта фотография была сделана в 1968 году, называется она «Восход Земли», и сделал ее астронавт-космонавт. And the Earth looked very lonely in outer space, very fragile, very vulnerable. И здесь вы видите, как выглядит в открытом космосе Земля, очень хрупкой, очень уязвимой, очень одинокой. And this photograph was widely seen. It was on postage stamps in different countries around the world. Фотография эта получила очень широкое распространение в разных странах мира, она печаталась на марках почтовых. And 16 months after this photograph was published, we started Earth Day in April 1970, which continues today, largely in reaction to this photograph. Через 16 месяцев после того, как эта фотография опубликована была в апреле 1970 года, начали праздновать День Земли. Празднуется День Земли, отмечается День Земли, и по сей день во многом благодаря этой фотографии. And since then, with climate change, with all the problems in the environment, there are no images, no photographs that serve the same function of uniting people around the world to do something. С того времени возникло очень большое количество разных проблем, и связанных с изменением климата, и проблемы в сфере охраны окружающей среды. Но ни одной фотографии не появилось с тех времен, которая бы служила цели объединения людей вокруг этой проблематики в такой же степени, как эта фотография. So this image is more than 50 years old. Этому изображению больше 50 лет. So images like this during the Vietnam War had major impact on the United States foreign policy. Такие же фотографии времен Вьетнамской войны оказывали очень серьезное влияние на международную политику Соединенных Штатов Америки. The image on the right was published in 1972, and in 1973, 1 year later, the United States withdrew all its soldiers from Vietnam. Фотография, которую вы видите справа, была опубликована в 1972 году, и в 1973 году, спустя 1 год, Соединенные Штаты вывели свои войска из Вьетнама. So there's no direct result, but these were powerful in society. People read newspapers. The images were on the newspaper for 1 day, if it was a magazine for a week or a month, and we discussed them together. Ну, нельзя сказать, что это был непосредственным прямым результатом первого, но тем не менее в то время люди читали газеты, в газетах публиковали фотографии, эта фотография оставалась в газете 1 день, в журналах она оставалась в течение нескольких дней или недели, а потом люди собирались вместе и обсуждали увиденное. So the image on the right on a cell phone, people could just push away with their thumb in less than a second. It would be very small and would probably have much less impact than it did on paper. Что касается вот этой фотографии, которую вы видите справа сейчас люди все новости читают на смартфонах, мобильных телефонах, и все новое они узнают движением. Пальцем по экрану занимает это всего секунды считанные, по размеру гораздо меньше, и, конечно, воздействие близко такого не оказывает, как раньше. So this photograph is when the United States killed Osama bin Laden, the public enemy number 1, responsible for the September 11th attacks. На этой фотографии вы видите здесь, что убийство, речь идет об убийстве Осамы бин Ладена, это враг государственный Соединенных Штатов Америки номер 1, это человек, который стоял за взрывами 11 сентября.
But the United States government refused to publish the photograph of bin Laden dead for two reasons. One, they didn't want to get people angry, and number two, somebody very high up in the White House said, it's only a photograph, nobody believes them anyway. Но фотографию мертвого Усама бен Ладена правительство Соединенных Штатов решило не публиковать по двум причинам. Первая причина состояла в том, что не хотели провоцировать ярость людей, не хотели злить людей. А вторая состояла в том, что достаточно высокопоставленный человек в Белом доме сказал, что, вы знаете, но это ведь всего лишь фотография, фотографии никто и так не поверит. So this photograph is one of 55,000 photographs smuggled out of a prison in Syria, in which showing 11,000 young men who were tortured and killed in prison, and it had very little impact on the world. The world did not respond to 55,000 photographs. Вот таких фотографий 55 тысяч, они были распространены из тюрем Сирии. На них изображены были 11 тысяч молодых людей. Большого влияния они ни на кого не оказали. One of the issues is that people in different countries see different things. If you put in a term into a search engine, in this case beauty, you could see how in New Zealand, North Korea, Russia, Saudi Arabia, it's different. When you put in beauty in Russia, you get landscape images. In North Korea, you get a soldier. In New Zealand, you get women. And if you'll notice, you never get any men. Одной из причин такого незначительного влияния является то, что вообще в разных странах люди разные вещи, разные слова, разные обозначения воспринимают по-разному. Вот на этой фотографии показано, если задать в поисковой системе одно и то же слово, то вы в виде изображения увидите ассоциации с этим словом, которые возникают в разных странах. Если на разных языках задать слово, например, «красота», то вот здесь приведены примеры о том, какие ассоциации изобразительные будут возникать, то есть какие изображения появятся в России, в Северной Корее, в Новой Зеландии, в Саудовской Аравии. Как вы видите, ассоциации с красотой на русском языке в России – это в основном пейзажи, в Новой Зеландии – это женщины, в Северной Корее – это солдаты, и ни в одной из стран не возникло изображение мужчин в связи с красотой. And if you put in the opposite of beauty ugly, this is what you get from the same countries. А если поместить в поисковик антоним красоты, уродливые, то вот по тем же самым странам какие видеоассоциации, видеоряд какой возник. In North Korea, one of the images of a major U.S. politician under ugly. В Северной Корее, например, в рубрике «Уродливые» возникает изображение политика американского, политика США. You could all try this yourself. Go to the website imageatlas.org and put in any word you want, and you'll see in dozens of countries the different images that come up. Вы можете сами попробовать на этот сайт выйти. Название сайта imageatlas.org. И вы можете ввести туда слово и посмотреть, какие в разных странах появятся изображения. In the age of digital imaging, this family photograph on the left, standing there, is my friend, the Mexican photographer Pedro Mayer with his son. And on the right, the little guy is my friend Pedro Mayer with his father. Вот как выглядеть могут фотографии в семейных альбомах в цифровую эпоху. На фотографии, которую вы здесь видите, два мужчины и два мальчика, изображен мой друг, мексиканский фотограф Pedro Mayer. Только на фотографии слева он в роли отца, а на фотографии справа он вместе со своим отцом уже в роли мальчика. You understand? Вы поняли, да? Как это хочу
So a friend of mine had a business when families got divorced. His business was taking out the spouse from all the family albums. У одного моего друга такая небольшая компания, собственный бизнес, который заключался в следующем. Когда в семье происходил развод, то он из всех семейных фотографий разведенную супругу или супругу удалял. So the question is, how will the grandchildren know what their family was actually like? Тогда возникает вопрос, а как внуки узнают о том, какая на самом деле у них была семья? So this painting recently sold at auction for US dollars 345,000. Эта картина недавно была в США на аукционе продана за $345,000. And this is the author. А это автор. So the author is an algorithm. Автором этой картины является, как вы видите, алгоритм. And somebody paid $345,000 for a painting by an algorithm. Нашелся человек, который заплатил $345,000 за картину, которая была создана алгоритмом. And there are other paintings in the series by the algorithm. Другие картины в этой же серии, которые также созданы алгоритмом. And this is going to be shown next month, or actually next week, in St. Petersburg in Russia. This painting will be on display. Они будут показаны на следующей неделе в Санкт-Петербурге, в России. В выставке будут показаны эти картины. So this is called artificial intelligence, Называется это искусственный интеллект, working with algorithms. работа с алгоритмами. So if you know the musician Brian Eno, Если вы знаете имя музыканта Брайана Ино, so many years ago he had the idea that he doesn't want to do completed musical compositions. ему много лет назад пришла в голову мысль о том, что он не хочет делать законченные музыкальные сочинения. To him it's like a potted plant. Для него законченное музыкальное сочинение было все равно, что растение в горшке. He'd rather make music that is seeds. Вместо того, чтобы делать законченное растение в горшке, он предпочитал создавать музыку, которая является семенами. So hundreds of years after he dies, the seeds will still be making new music. То есть через сотни лет после того, как он скончается, после его смерти, эти семена будут продолжать создавать музыку, рост музыки. And you'll be able to combine the Brian Eno algorithm with Shostakovich, John Coltrane, Janis Joplin, whoever you want. И вы с кем угодно можете сочетать алгоритм Ино с Шостаковичем, с Колбритом, с Джоплином, с кем угодно. So one of the enormous issues for anybody working in museums, curating, students, painters, artists, is how do you tell the difference between art by algorithm and art by humans, and which one is better? И встает очень серьезный вопрос для всех, кто работает или приходит в разном качестве в музей, и для кураторов выставок, и для студентов, и для художников, для живописцев. Как отличить работу, созданную человеком, от работы, созданной алгоритмом, и какая на самом деле лучше? If somebody offered you the Picasso algorithm for a certain amount of money, would you buy it? Если бы вам кто-нибудь предложил работу, созданную по алгоритму Пикассо за определенную сумму денег, купили ее? You could go home and make many, many Picassos. Вы могли бы приобрести этот алгоритм, пойти домой и создать большое количество Пикассо. Last year, the New York Times published these two images, and they asked the question, which one of these is an actual person? В прошлом году в Нью-Йорк Таймс были опубликованы вот эти вот фотографии, и был задан вопрос, кто из этих людей настоящий человек? How many people think the one on the left? Кто из вас считает, что человек слева настоящий человек? How many on the right? А кто за человека справа? How many neither one? А кто считает, что ни один? You're right. Вы правы. So this person does not exist. А этот человек не существует. This person does not exist. Этот человек не существует.
This person does not exist. Этот человек не существует. This person does not exist. Этот человек не существует. This person does not exist. Этот человек не существует. And these cats do not exist. И этих кошек тоже не существует. So these are made by neural networks. There's two of them. Они созданы сетью, нейросетью, таких сетей две. One is called the forger, Первая называется Forger, and the other is called the critic. а вторая критик. And the forger makes them, and the critic decides if they're good enough to publish. Forger производит, создает такие изображения, а критик принимает решение, достаточно ли их качество высоко, чтобы их можно было опубликовать. And soon you'll be able to get this on your computer. И очень скоро вы сможете эти изображения получать на свой компьютер. So one of the questions is, as people are making millions and millions of images of people and cats who don't exist, Встает вопрос тогда, по мере того, как люди будут создавать миллионы и миллионы изображений людей и кошек, которые не существуют. as one of the computer people says, if anything can be real, then nothing is real. Как сказал один компьютерщик, если что-то может быть реальным, тогда ничего не реально. There's even a website, this Airbnb does not exist. Есть даже такой сайт, Airbnb не существует. Airbnb, знаете, что такое? So you could see all these homes that do not exist, and the descriptions are written by artificial intelligence of the places that do not exist. Airbnb – это сайт, который сдает квартиры туристам, путешественникам. Так вот там можно видеть фотографии квартир и домов, которые не существуют, и текст к ним, который описывает, что там находится, созданный искусственным интеллектом. But after the talk, if you go on your cell phone and go to the website thispersondoesnotexist.com, Если после этой лекции вы захотите открыть сайт этот называется по-английски thispersondoesnotexist.com, то есть этот человек не существует.com. you too can get hundreds and thousands of what seem like photographs of people who do not exist. Вы тоже сможете увидеть сотни и тысячи того, что вам представляется фотографиями реальных людей, в то время как никто из этих людей не существует на самом деле. So if you see all these images and then you go upstairs to all the photography exhibitions in this building, are you still going to believe that the situations shown were actually there? То есть после того, как вы увидите все эти изображения, потом подниметесь этажом выше и пойдете по всем этим фотовыставкам, вы по-прежнему будете считать, что то, что там изображено, существует на самом деле? Yes, of course. So this is from a Japanese company. А вот это вот продукция японской компании. None of these people exist. They've managed to synthesize not just faces but also bodies. Никто из этих людей не существует на самом деле, как вы видите, они путем синтеза сделали не только лица, но и фигуры людей. So you can imagine the profession of fashion model is in danger. Ну, как можно видеть из этих изображений, профессия моделей находится в опасности. And this is the president of the former president of the United States. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive
or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Да, ну здесь, если коротко объяснить то, что здесь происходило, то здесь якобы президент Обама говорит о том, что сейчас в цифровой век кого угодно можно заставить сказать что угодно, на самом деле этот человек ничего подобного не говорит. И, например, дальше он продолжает, что меня можно заставить там признать к убийству одного деятеля, там что-то плохое сказать о другом, совсем нехорошо высказаться о президенте Трампе. Он это все произносит вслух и дальше говорит, что на самом деле я это не говорю, но происходит полное впечатление того, что я это сказал. И что мы живем в цифровой век, нам надо проявлять бдительность и доверять только надежным источникам информации, потому что это может определять нашу дальнейшую судьбу. Выживем ли мы в том виде, в каком мы существуем, или, в общем, у нас будут, если мягко говорить, серьезные проблемы. So one of the things that many countries around the world are concerned about is if anybody can do this, then how will we know if the president of your country, my country, any country actually said what they said? И во многих странах сейчас возникает серьезная обеспокоенность вот в связи с тем, что вы только что увидели, потому что если возможно такое сделать, то как люди там, в ваших странах, в вашей стране или в моей стране могут быть уверены в том, что наши президенты сказали именно то, что они сказали. And there's what they call deep fakes now, so many famous women are being put into pornographic movies in which they never were. И есть сейчас то, что называют глубокая фальшивка, то есть многие известные женщины, их просто включают как участниц в порнографические фильмы, в которых они никогда в жизни не снимались. And again, as people begin to have these soon on their home computers, you could use your imagination to guess all the many ways this can be used, some of them interesting and some of them incredibly destructive. И получив возможность, по мере того, как люди будут получать возможность скачивать это все на своем собственном компьютере, вы хорошо, наверное, можете себе представить, как эти возможности можно использовать. Какие-то возможности достаточно являются интересными, какие-то, если включить воображение, очень разрушительными. So just this week they announced that using one image of the Mona Lisa, the scientists were able to animate it, the eyes, the mouth, and the head. Вот говорили только на этой неделе, что использовали изображение Моны Лизы, и ученые над ним поработали и смогли обеспечить анимацию глаз, рта, головы Моны Лизы. And one of the scientists who did it said, we know that this technology can cause enormous problems in society. И один из ученых, который это делал, сказал, что мы знаем, что эти возможности могут создать серьезнейшие проблемы в обществе. But the BBC quoted him as saying, but if you have a relative who died, just imagine you could still talk with them. Но BBC, которая опубликовала статью, его процитировала и сказала, но зато если у вас близкий ваш человек, родственник умирает, только представьте себе, вы по-прежнему сможете с ним говорить. So this is happening very fast. Это очень быстро происходит все. This person does not exist has only been online for about 6 or 8 weeks. Вот тот, кто придумал этот сайт, этот человек не существует, он 6-8 недель только в онлайн. And a year ago it probably took about 3 or 4 days to synthesize a face, and now you can do it in a matter of minutes. Год назад для того, чтобы сделать синтез лица правдоподобного, уходило несколько дней, 3 дня, 4 дня. Сейчас за считанные минуты это можно сделать. And soon it'll be in a matter of seconds. А очень скоро эти минуты сократятся до секунд. So a question, did you know about this? Скажите, пожалуйста, а вы знали о том, что это есть существует? Of course. Mostly no. Большинство не знало, да? I posted it 2 days ago on my Facebook page. This you knew about the Mona Lisa. Okay. So they've also done it with Salvador Dali, they've done it with Albert Einstein.
То же самое с Сальвадором Дали сделали, вот что и с Моной Лизой, то же самое и с Альбертом Эйнштейном. But what concerns me is when they make a fake video of your friend robbing a bank. Меня другое волнует, а если сделать такое вот фальшивое, несуществующее видео, в котором ваш друг грабит банк, We're going to have to spend a lot of time showing that we did not rob the bank. придется потратить очень много времени для того, чтобы доказать, что на самом деле банк мы не грабили. And for the most part, governments around the world don't know what to do about this. Вот, в принципе, можно сказать, что в основном правительства разных стран не знают, что с этим делать. Because once millions of people have the software on their home computers, how are you going to put rules in effect to control it? Потому что если возникает ситуация, в которой миллионы людей могут за очень короткое время получить это все у себя на компьютере, то как можно принимать какие-то нормативы или правила, которые бы контролировали это? Okay, so most of the work that I do is to try to figure out how to use imagery to be helpful in the world. Большая часть работы, которой я занимаюсь, связана с тем, как использовать изображение для того, чтобы сделать жизнь в мире лучше. So I'll show you now several projects I've worked on. Я сейчас вам покажу несколько проектов, над которыми я работала. And some of them have been very successful in being helpful. Некоторые из этих проектов были очень успешными и полезными. So in the mid-1980s, there was a famine in Africa in the Sahel region. В середине 80-х годов в Африке был голод, который затронул целый регион. And Sebastьяна Сальгадо, a Brazilian photographer, made these images. Себастьяна Сальгадо, бразильский фотограф, сделал эти фотографии. This was a man whose child had died, but he promised to bring him to a refugee center. And as I remember, he carried him for 2.5 days to the center after he died because he promised. Это фотография мужчины, ребенок которого умер от голода, но он обещал ребенку принести его в центр беженцев. Он нес ребенка 2,5 дня, уже мертвого, только потому, что он ему это обещал. This was the biggest lake in West Africa, Lake Magabini, before the drought and the famine. Это в Западной Африке самое большое озеро, озеро Магабини, до засухи и до голода. And I did a book with him which contains some of these images. Мы с ним делали книгу, в которой вот, включены были некоторые из этих фотографий. And if you know the organization Doctors Without Borders, they won the Nobel Peace Prize. Если вам известна организация «Врачи без границ», да, она получила Нобелевскую премию мира. They used the exhibition of these photographs to set up their office in North America because it got so much attention. У них была выставка с этими фотографиями, они ее использовали для того, чтобы открыть свое представительство, офис в Северной Америке. Это стало возможным, потому что она привлекла очень много внимания. So it was just one guy's work. He spent 15 months photographing, and the pictures were used all over the world to bring attention to the famine. И это фотографии только одного человека, 15 месяцев он работал, делал эти фотографии, чтобы показать голод, последствия голода, и смог привлечь к этой проблеме внимание всего мира. So I worked with him also to try to end polio or worldwide, the disease. Я с ним также работаю в рамках еще одного проекта, это положить конец полиомиелиту во всех странах мира, это болезнь. There's only one disease that we've gotten rid of entirely in the world, the smallpox, and the attempt was to get rid of polio as well. В мире существует только одна болезнь, от которой совсем удалось избавиться. Это оспа. И сейчас работают над тем, чтобы можно было избавиться совсем от полиомиелита. This is another project from Argentina. Еще один аргентинский проект. And during the dictatorship, the government disappeared, killed thousands of people. Во время диктатуры правительство исчезло, были убиты тысячи людей. So the photographer Gustavo Hermano took the photograph from before and showed
some 20 years later, Поэтому фотограф Густаво Хермано, он взял фотографии, которые были сделаны раньше, и показал, что было через 20 лет спустя. what it was like for the people to live without the one who was killed, Как люди жили свою жизнь без тех, кто был убит. so this is Gustavo Hermano on the left, and his brother on the right was killed. Это слева Густаво Хермано, а справа его брат, который был убит. Where these are two brothers running down the hill, and 20 years later there's only one because the other was killed. Или вот сверху два брата бегут вниз с холма, и через 20 лет бежит только один, потому что второй был убит. Or there are two sisters and one was killed, so the other one has to live without her. Или две сестры, одну убили, и вторая живет без своей сестры. Or this is the baby, and she has to grow up without her parents. Или это малышка, которой предстояло вырасти без родителей. So photography is often very good at showing the past, Фотография часто очень хорошо показывает прошлое. but what he's trying to do is to say that people are killed, but the ones who survive, they also suffer. Но здесь он пытается донести до людей, что людей убивают, но те, кто остается в живых, также тоже страдают. And this is a project that I do with my students. Oops. Это проект, который мы делаем с моими студентами. And it's called the interactive portrait. Называется он «Интерактивный портрет». So what I ask is that when you photograph a portrait of somebody, То есть я здесь что прошу сделать? Когда фотографируешь, делаешь чей-то портрет, фотопортрет, if you're using a digital camera or a cell phone, если используешь при этом цифровую камеру или мобильный телефон, смартфон, you can turn it around and ask the person what they think of their own portrait. можешь потом вернуться к этому и спросить этого же человека, что он думает о своем портрете. So here you'll hear what she thinks. Well, what comes to mind is that I'm looking at a picture of a very old, unattractive lady who also looks kind of tired and is not standing up straight. Her posture is terrible. And in the background I see downtown Tampa. Well, that's about what I think. I think that I just look like a wrinkled old lady who loves you. Она говорит о том, что она здесь выглядит очень старой, старуха, и жуткий цвет лица, и выглядит она очень нехорошо. Потом она говорит, что я думаю об этом портрете, я думаю, что здесь изображена очень старая женщина, которая тебя любит. So the idea is in the digital, you could collaborate with the subject and ask the person what they think. It could be a poor person, a homeless person, a person from another culture, your friend. But instead of just taking a picture, you could actually collaborate with the subject. То есть здесь смысл состоит в том, что ты делаешь фотопортрет, но не только фотопортрет, а ты еще сотрудничаешь, вместе работаешь с этим человеком. Это может быть кто угодно. Это может быть бедный человек, бездомный человек, человек из другой страны, твой друг, близкий тебе человек. Но смысл состоит в том, что вы это делаете в сотрудничестве. So for example, this was the #1 photograph of the year, chosen by World Press Photo a few years ago. Вот эта фотография была фото года, она была несколько лет назад выбрана, это была лучшая пресс-фото года. But the caption is wrong. Но подпись неправильная. It says that these are rich people in Lebanon visiting a destroyed neighborhood. Здесь подпись говорят о том, что это богатые люди Ливана приехали посмотреть разрушенный район. But they live there on the same block, these people. Но эти люди тут же живут в этом районе. And if you notice, the woman is making a video from her car on her own street. И если вы заметили, женщина из машины делает видеосъемку. Она делает видеосъемку своей собственной улицы. So it would be possible to click and see the video. Так что будет возможно нажать кнопку «Посмотреть видео». So you get two different points of view. И у тебя будет два разных обзора.
And when they were asked about the captioning, they said, of course, they would think, the jurors at World Press would think we don't live there, because they never think that bad things would happen to people who look like them. Да, и когда спросили, а почему же такая надпись, и сказали, что просто члены жюри, которые присуждают премию пресс-фото года, они бы никогда не поверили, что люди, подобные нам, могут здесь реально жить. This is a very important project called Question Bridge. А это очень важный проект, который называется «Мост вопросов». It's 5 screens. Есть 5 экранов. And what they did was they went around for 4 years asking African American men Что это за проект? 4 года задавали вопросы, ездили, задавали вопросы черным мужчинам, афроамериканцам. to ask each other questions, Просили их друг другу задать вопрос. and they would show the questions that certain men asked to other men. They would answer and ask new questions. Показывали вопросы, которые одни мужчины задавали другим, те отвечали на вопросы, задавали в свою очередь вопросы другим мужчинам. So the journalist never asked a question. The subjects asked each other the question. Сам журналист вопросов не задавал. То есть все те мужчины, с которыми он работал, задавали вопросы друг другу. And if you look at the installation, it takes 4 hours. И если посмотреть на всю инсталляцию, то это занимает 4 часа. So I'm going to show you a few seconds. Я покажу вам буквально несколько секунд выдержки из этого. And what they're asking each other is, when you die, how do you want to be remembered? Задавали какие вопросы? Например, когда ты умрешь, ты хочешь, чтобы тебя как помнили? Почему? What is the last word that we can remember you by? Какое последнее слово, по которому ты хочешь, чтобы тебя On your запомнили? last day on this earth, what is the word that we can remember you by? The last word as a black man that I would like to be remembered by is warrior. Sincere, motivated, dedicated, proper balance, family-oriented, honesty. As a student of Самые разные ответы seen the light даются. and changed. Семья, беспокойство, Of изменения, the Creator. Thoughtful responsibility. ответственность, вдумчивый, Father, отец. I think, is the greatest thing a black man can be. Father. Отец, я думаю, что самое потрясающее, чем может быть черный мужчина, это отец, отцом. And they ask each other things about how they deal with white people, Задавали разные вопросы о том, как они взаимодействуют с белыми людьми, with women, с женщинами, какие отношения, with money, с деньгами, with work. работой. And for me, living in the United States, I learned more from this project about how people felt than all the newspapers I've ever read. Я живу в Соединенных Штатах Америки. Я вам могу сказать, что я из этого проекта больше узнал о том, как живут люди, чем из всех газет, которые я за свою жизнь прочитал. And they did this as a model for other peoples Сделали это как модель и для других народов, who can ask each other questions and understand each other better. которые тоже могут задавать друг другу вопросы, чтобы лучше друг друга понять. You know, if Israelis ask Palestinians, who's your favorite football player? Например, если израильтяне будут палестинцам задавать вопрос, а твой любимый футболист кто? Or what's your favorite recipe? Или любимый рецепт любимого блюда? Or who's your favorite singer? Или певец любимый? It's a way to begin to understand each other. Это способ начать хотя бы попытаться понять друг друга. So the hope is more groups of people will do something like this. И, в общем, можно надеяться, что появятся другие группы людей, которые будут вот такие вещи делать. So this project is about radiation in Eastern Europe. А этот проект посвящен последствиям радиации в Восточной Европе. It's done by a Dutch photographer and writer. Сделан он был голландским фотографом и райтером. And they were interested on the health effect of nuclear accidents, above ground testing.
Их интересовали последствия каких-то аварий, которые происходили на ядерных объектах, или аварии, или последствия наземных ядерных испытаний. So we published this online. Мы опубликовали в интернете результаты этого проекта. 500,000 people looked at it in a week. За неделю просмотрели эти фотографии 500 000 человек. And the way to find out is you put the mouse, the cursor on the image. И здесь как все устроено, если мышью ты наведешь на изображение курсор. And this guy lives in Russia, he's 16. Ты увидишь, что вот этот молодой человек живет в России, ему 16 лет. And he says, I don't like to go to school because the boys call me bad names. И он говорит, я не люблю ходить в школу, потому что мальчишки меня обзывают. The girls avoid me and don't want to go out with me. Девочки меня избегают, никто не хочет со мной встречаться. I hope I will not have children who look like me. Я надеюсь, что у меня не будет детей, которые будут на меня So he похожи. has hydrocephalus, a swelling of the brain from radiation poisoning. У него гидроцефал, и это результат радиации. The girl on the left stopped growing at the age of 5. Девочка слева перестала в 5-летнем возрасте расти. These two sisters have health problems. У этих двух сестер проблемы со здоровьем. These two boys, when you ask, again, to find the caption, you find out that they're twins. Вот эти два мальчика, опять же, если навести курсор и увидеть подпись к фотографии, то станет понятно, что это близнецы. And one of them is 5 minutes older than the other. Один старше другого на 5 минут. The one in the back is deaf. Мальчик у стены, который сидит, глухой. And the one in the front has hydrocephalus, the swelling of the brain. А тот, который впереди сидит, он тоже гидроцефал. So these photographs were shown in many countries, Эти фотографии показали в многих странах at the мира. United Nations. В ООН. And when I spoke with Greenpeace, they said that the governor of Kazakh, the former Soviet Union, decided not to build a nuclear reactor once he saw these photographs. И когда я поговорила с людьми из ООН, мне сказали, что я думаю, что речь идет о президенте Казахстана, который, когда увидел эти фотографии, решил не строить новые ядерные реакторы. So it had a major impact. То есть, как вы видите, влияние было очень существенное. There's a group called Disturb in Paris because people don't read newspapers anymore. Да, вот эта вот группа называется Disturb, и этот проект был создан, потому что люди больше не читают газет. So they bring the newspapers and put them on a picture from what would be in a newspaper and put it on the walls in cities around the world. И делают фотографию того, что может быть опубликовано в газете, и эту фотографию приносят в разные города, просто вешают на стену. So this is an image by a former student of mine, Iman Halal, in Egypt, of men who are abusive to women in the street. Это фотография, которую сделал бывший мой студент Иман Халал. Здесь фотография мужчин, которые грубо обращаются с женщинами на улице в Египте. And here it is in a skateboard park in Norway. А это в Норвегии парк для скейтборда. These are other images. They do it on, this is about immigration and an attack on an immigrant in Greece. Это фотографии, посвященные проблеме миграции, о том, как мигрантов нападают. Это греческая. This is a miner in France. Это шахтер во Франции. And they pay the photographers. Фотографы платят. And they do this on themes like women, climate change, different themes. И они это делают по разным темам. Например, там тема женщин или тема изменения климата. По самым разным темам они вот такие делают фотографии публикации. And in many schools in France, they have a contract to put one photograph on the wall every month and to send somebody to talk about it to the students. И
И во многих французских школах просто они подписывают такое соглашение, договор, по которому раз в месяц тематическое изображение статьи, какого-то сообщения пишут в школу, и приходит человек и разговаривает с учащимися на тему, которая там отображена. And they put barcodes on many of the pictures, so with your cell phone you could listen to the photographer talking about the image. Причем более того, на многих из этих изображений есть штрих-код. То есть достаточно с QR-кодом поднести свой мобильный телефон к этому штрих-коду, и ты услышишь голос фотографа, который рассказывает вот об этом конкретном изображении. So this is an exhibition of many kinds of the work I've just shown you that I've curated, that's been in Norway, Denmark, New York. Это выставка. Здесь очень много из тех работ включены, которые я вам уже показал. Я был ее куратором, и она была и в Нью-Йорке, и в Дании, и в других странах. And I'll just show you now a few final projects. И несколько еще последних проектов заключения я вам покажу. So this is by National Geographic photographer Nick Nichols. Это сделал Ник Николс, фотограф, который работает в журнале National Geographic. And it's the country of Gabon in Africa. Это Габон в Африке. And when the president of Gabon was in a hotel room in New York, Когда президент Габона остановился в гостиничном номере в Нью-Йорке, he saw the pictures from his own country, and since they don't have, the roads are not very good, he wasn't able to visit many of these places himself. он увидел замечательные фотографии, которые были сделаны в его собственной стране. Оставили это в его номере, где он остановился, но так как дорог в его собственной стране не было хороших, он не имел возможности приехать в эти места и посмотреть на ту красоту, которая там изображена была. So because of these pictures, he decided to make 13 national parks. И он из-за этих фотографий принял решение создать на территории своей страны 13 национальных парков. And in doing so, he preserved 11% of his own country. Причем благодаря этому он смог сохранить 11% территории в том виде, как он существовал в своей собственной стране. Which to me is pretty incredible that one photographer's work would help to save 11% of a country. Мне кажется, что это вообще очень здорово, когда работа одного фотографа помогает сохранить 11% территории отдельной страны. In Africa, foreign governments and NGOs were not willing to give money for medicine for people who are HIV positive. В Африке иностранные правительства и общественные организации не хотели финансировать распространение лекарств ВИЧ-положительным больным. Because they had a very racist idea that Africans were not disciplined enough to take the medicine. Потому что у них была такая в высшей степени расистская идея, соображение о том, что африканцы недостаточно дисциплинированы, чтобы без перерыва постоянно систематически принимать эти лекарства. So Gideon Mendel, the photographer I showed before, is from South Africa, and he went to photograph a pilot project in South Africa to give the medicine. Мендел, вот тот фотограф, работу которого я уже показывал, он сам из ЮАР, южноафриканец, и он делал фотографии, на которых дают лекарства африканцам. So this woman was about to die. Этой женщине суждено было умереть, она умирала. But he followed her and others for 4 years. Но он отслеживал ее судьбу и других, кто получал препарат в течение 4 лет. And 4 years later, she was healthy. Прошло 4 года, и она хорошо себя чувствовала, она была здорова. And working. И работала. And I have an email from UNAIDS, United Nations AIDS, saying that because of these pictures, 8 million people are in treatment because it convinced the governments and NGOs to give money. И я получил от организации по борьбе со СПИДом ООН письмо, в котором говорилось, что благодаря этим фотоработам и лечение стали получать 8 миллионов человек. So because of one photographer's work, 8 million people are alive. Можно сказать, что благодаря работе одного фотографа 8 миллионов человек остались живы. Which is pretty good. Это неплохо. Similarly, Magnum Photos did a project very much like Gideon's, and they raised $1 billion
for medicines for people who are HIV positive. Проект Magnum сделал похожий на этот проект сделал похожий на эту работу, и они собрали $1 миллиард на лечение болезней. When the Japanese foreign minister went to the exhibition in Tokyo, they were going to give $200 million. After 45 minutes, he said, of seeing the exhibition, they doubled it to $400 million. Когда увидел министр иностранных дел Японии эту выставку, то он принял решение о том, чтобы дать $200 миллионов на этот проект. Он там побыл 40 минут и удвоил эту сумму до $400 миллионов. And this is virtual reality. Это виртуальная реальность. The United Nations is making more virtual reality projects. Сейчас в ООН делает все больше проектов с виртуальной реальностью. And this is about a Syrian refugee camp. Это про лагерь беженцев сирийский. And when they showed it to major donors, Когда показали эти изображения крупным донорам, крупным спонсорам, they gave $1.6 billion more than they were thought to give, they were going to give. то они дали денег на $1 миллиард 600 миллионов больше, чем намеревались дать. And I'll show it to you, a piece of it. Я сейчас вам покажу, как это было сделано. We walked for days crossing the desert into Jordan. The week we left, my kite got stuck in a tree in our yard. I wonder if it is still there. I want it back. My name is Sidra. I am 12 years old. I am in the 5th grade. I am from Syria in the Daraa province in Khil City. I have lived here in the Zaatari camp in Jordan for the last year and a half. I have a big family, 3 brothers. One is a baby. He cries a lot. I asked my father if I cried when I was a baby, and he says I did not. I think I was a stronger baby than my brother. Это как бы от имени девочки 12-летней сирийской, которая в лагере беженцев живет. Она рассказывает о своей семье, о том, как каждый день они пересекают идут по пустыне, по Иорданию. Она рассказывает о том, сколько у них братишек, 3 братишек, как самый маленький плачет, ну и так далее. Она рассказывает о своей жизни. So they would have seen this with headsets on. Они видели и слушали это с наушниками. But you're looking at it as what's called a 360 degree. Вы смотрите на это изображение, как бы крутящееся изображение, то есть тут обзор 360 градусов. And you can find it online. It's called Clouds over Sidra. You can see on the upper left. Этот ролик можно найти в интернете под названием «Облака над Сидрой». Сидра — это имя этой девочки. So what I'm showing you is that in the beginning you saw how we don't have newspapers and magazines the way we used to. С самого начала, когда мы с вами стали говорить, я вам сказал, что у нас уже больше нету газет и журналов в том виде, в котором раньше они у нас были. And we have the possible danger from all this synthetic imagery. И что мы живем в ситуации потенциальной опасности, которая может возникнуть в результате появления всех этих синтетических изображений. But there are an enormous number of people around the world working locally or internationally. Но в мире живет огромное количество людей, которые работают на международном или на местном уровне. To try to make the world a better place. Для того, чтобы этот мир стал лучше. And they're trying to invent new ways of using images. И они пытаются изобрести новые способы использования изображений, фотографий, That would be effective. которые бы стали эффективными. Some people, which I didn't talk about, are using augmented reality, like books or photographs.
Некоторые, о которых я не рассказала, используют и так называемую расширенную реальность, такую как книги или фотографии. And when you put your cell phone over it, you can hear voices and see videos. И там можно слышать голоса, видеть видео. Many, many different ways. So I'm going to show you one last thing. Очень много всего. Последнее покажу вам. So about 15 years ago, I suggested that paper is different than digital. Где-то 15 лет назад я стал говорить, что бумага все-таки это не то же самое, что цифра. It's not a very brilliant idea. Не то, чтобы это была блестящая мысль. But I thought we could do things digitally differently than what we do on paper. Но я просто подумала, что в цифровом формате мы можем что-то делать не так, как мы делаем на бумаге. So this project is to use the four corners of the photograph. Этот проект был сделан так, чтобы можно было использовать 4 угла фотографии. And you would contain certain kinds of information in each corner. И в каждом из этих 4 углов будет содержаться определенного характера информации. So the bottom right is authorship. Справа внизу информация об авторе. So that would be the copyright, the caption, the credit. Авторское право, название этого изображения, там выражение признательности кому-то. And most importantly, the code of ethics. Ну и самое главное, этические принципы из этического кодекса, этические принципы. So if I'm a fashion photographer, my code of ethics might be that I never work with people who are so thin that it's unhealthy. Ну, например, если я фотограф из мира моды, то я там записываю свой основной этический принцип, что я никогда не снимаю чрезмерно худые модели, потому что это вредно для здоровья. Or if I'm a journalist, that I never manipulate the photographs in Photoshop. Или если я являюсь журналистом, то я никогда не меняю фотографию, не делаю фотошоп. The bottom left is backstory. Слева внизу это история этой самой фотографии, то есть что за ней стоит. So this is about what was going on when the photograph was made. Это описание того, что происходило во время в тот момент, когда делалась эта фотография. So once I was curating an exhibition on 40 years of history, 400 photographs by Magnum photographers. Как-то раз я был куратором выставки «40 лет истории», 400 фотографий фотографов Magnum. 400 photographs is a lot of photographs. 400 фотографий – это много. But if you think about it, it's only 4 seconds of history. Но если задуматься с точки зрения времени, то понимаешь, что за ними стоит только 4 секунды истории. Because each photograph is made in about 100th of a second. Потому что на то, чтобы сделать одну фотографию, уходит где-то 1/100 доли секунды. So if you multiply 400 photographs times 100th of a second, you get 4 seconds. Ну, если 1/100 долю секунды умножить на 400, то получится 4 секунды. So probably all the images in this museum То есть, может быть, все фотографии в этом музее находящиеся represent less than 10 seconds, отражают меньше 10 секунд времени. which is not too much. Это не так много. Robert Doisneau, the famous French photographer, Роберт Уано, знаменитый французский фотограф, took his most important of 300 photographs взял самые важные свои 300 фотографий, from his whole life, которые он сделал за всю свою жизнь. and the name of his book was 3 Seconds of Eternity. И поместил их в книгу, которую назвал «3 секунды вечности». So the backstory would give more information beyond that 100th of a second. Поэтому вот эта вот история, она даст дополнительную информацию, больше, которая выходит за рамки этих секунд. And the related imagery on the upper left could be a video, it could be a photo from before and after, it could be a photograph of what happened 1 year before, whatever you want to do. Слева вверху это изображения, связанные с этим. Это может быть видео, это могут быть фотографии до или после той, которую вы видите, это может быть фотографии или изображение, которое было снято в этом же месте за год до вашей. In the upper right would be links to other websites with more information. И с верхней правый угол
содержит ссылки на сайты, где можно найти дополнительную информацию. So I took this photograph from 1968 in the Vietnam War. Эту фотографию я взял, это фотография 1968 года, времени Вьетнамской войны, это война. It's very famous. Это знаменитая фотография. And in using four corners, in the bottom right corner, you'd see the credit, Eddie Adams, the photographer, you'd see the caption. Если ее вот использовали в этом проекте 4 угла, внизу справа имя фотографа, говорят, кто это сделал, название фотографии, подпись под фотографией. And you could see his code of ethics. И вы видите этический принцип фотографа. In the bottom left, you see the backstory. He did not like the way the photograph was used. Слева история в этой фотографии. Ему не понравилось, слева внизу, ему не понравилось, как эта фотография была использована. Because he thought that the police chief in Saigon was largely correct in killing the Viet Cong. Потому что он считал, что начальник полиции в Сайгоне в принципе был прав, когда он вьетконговца убил. And he thinks he ruined the man's life, the police chief, by this photograph. И он считал, что жизнь этого полицейского была просто очень сильно испорчена тем, что эту фотографию всюду показывали. And he feels very bad about it. И, в общем, он считал, что это очень неправильно. The upper left is related imagery. Слева вверху дополнительные образы изображения по этой теме. So you can see the photograph before he was killed. Видите фотографию до того, как его убили. Now I'm going to show you the video of the actual killing, and if you don't want to look, don't look. Сейчас я хочу вам показать видео этого убийства, как оно на самом деле произошло, и если вы не хотите смотреть, то не смотрите. Because it's violent. Потому что это убийство, это насилие. I had never seen this before. Я его никогда не видел раньше. Exekution auf offener Straße. So you're able to give the context. Таким образом создается контекст. And use video with the photograph. Путем использования видео с фотографией. And the links could be to Wikipedia or other sites. А ссылки могут быть, например, на статью в Википедии или на другие сайты. So this is a man who was there. Это человек, который там был. And what he's saying is that he understands why he killed the man, because the man, a group of Viet Cong, had just killed his best friend's wife, a colonel, and his 6 children. Ну и он говорит, что он понимает, почему полицейский убил этого вьетконговца, потому что он только что со своими подельниками убил жену его друга и 6 маленьких детей. So it gives much more information about the context of the photograph when it was made. И сразу получаешь гораздо больше информации о контексте, в котором была сделана эта фотография. So you know this photograph? Вы знаете эту фотографию? So this is, again, Alan Kurdi, a 3-year-old boy, a refugee who drowned. Ну вот этот 3-летний мальчик, который утонул, беженец. Coming from Syria. По пути из Сирии. And this photograph was responsible for many refugees being led into countries like Canada. И именно благодаря этой фотографии разные страны, такие как Канада, открыли свои границы сирийским беженцам. So you could put the code of ethics, you could put the backstory. И здесь можно посмотреть этический принцип, можно посмотреть информацию о том, как была сделана эта And you could фотография. put the related imagery so you see him and his brother. И другие изображения на эту тему. Тут виден этот малыш со своим братом. So instead of it just being an anonymous little boy, И этот мальчик перестает быть просто анонимным малышом. you understand he comes from a family Ты начинаешь видеть, что он раньше жил в семье, and he was loved. и его любили. So these are codes of ethics. People could write their own. This is when the U.S. invaded Haiti in 1994 to put in a democratic government, the Aristide government. Этические принципы. Вот это вот фотография о вторжении Соединенных Штатов в 1994 году на территорию Гаити для того, чтобы поддержать демократическое This is what we saw in magazines, правительство. Это то, что мы видим в журналах. but this is what it looked like from the side. А вот вид сбоку. So you're able, for example, if a politician puts his arm around a factory worker, you're able to show
a different point of view, if it was set up. Поэтому, если, например, видишь, как на фотографии политик обнимает рабочего завода, то если сделать фотографию с другой точки просто того же самого места, то ты начинаешь смотреть, а вообще-то это все как бы было срежиссировано или на самом деле так. And the one that disturbed me was in the Middle Eastern peace talks in the Sinai Desert. They had the Palestinians, Israelis, Egyptians, US, etc. Вот что меня, например, для меня явилось источником беспокойства, это когда шли мирные переговоры на Ближнем Востоке, в Синайской пустыне, в которых принимали участие израильтяне, палестинцы, египтяне и так далее. And they spent $500,000 to air condition it so nobody would be sweating, because if they sweat it looks like the talks are going badly. И вы знаете, что тогда на кондиционеры потрачено было $500 000. Почему? Потому что для того, чтобы те, кто будут на фотографии, чтобы люди не потели, потому что если их сфотографируют, а они потеют, то создастся впечатление о том, что переговоры не очень хорошо проходят. And if somebody actually showed the air conditioning, they would have saved $500,000, which would have built several schools. Ну и если показать эти самые кондиционеры, если бы сэкономить эти деньги, то можно было бы несколько школ построить. Here, Griezmann of France is very happy, the European Championship. Ну, это чемпионат Европы по футболу, как вы видите, здесь очень рады все. And again, we're able to show why he's happy. И мы смогли показать, почему он рад, почему он счастлив. So you're able to, again, to combine the video with the still photograph and show more. То есть здесь опять фотография совмещается с видеозаписью и создается контекст, ты понимаешь лучше. In the United States, there's some African American people who feel that if they're killed by the police, the photograph of them is one that makes them appear to be like a gangster. Да, вот это вот в Соединенных Штатах у афроамериканцев и их задерживает полиция, были убийства афроамериканцев в полиции, и исходили из того, что изображают афроамериканцев, как если бы они были гангстеры или преступники. But you're able to show another view of the same person. Вот так публикуют людей, а вот это вот другое изображение того же самого человека в другой ситуации. So this is how it works. If you want to try it, the software is now available for the last couple of months. Ну вот так был сделан этот проект. Вы можете попробовать сами посмотреть на него, и программа за последние несколько месяцев стала доступной для установки. It's open source and free. Nobody makes any money from it. Она бесплатная, ее можно скачать, денег никто с этого не зарабатывает. And there may still be a few glitches, a few problems with it, but we're trying to get it so anybody in the world can use it. Она пока не безукоризненно работает, там возникают какие-то шероховатости, но мы над этим работаем с тем, чтобы кто угодно мог воспользоваться этой программой. So to me, the digital revolution is supposed to be a revolution. С моей точки зрения, цифровая революция должна быть революцией. A revolution requires that we do things differently. А революция подразумевает то, что мы какие-то вещи начинаем делать иначе, по-другому. And it's supposed to be something where so many of us have cell phones, computers, websites. А ведь такого количества людей, у многих из нас есть и компьютеры, и мобильные телефоны, и смартфоны. And in my opinion, we all have to be thinking about how to use imagery, media, to be helpful, given all the many problems that the world is facing. И мне кажется, что мы должны задуматься над тем, как заставить изображения, фотографии, разные медиа быть полезными с учетом того громадного количества проблем, которые сейчас существуют в мире. We all have to think about misuse of imagery, like the ones I started with. You know, should there be laws or rules that if somebody puts somebody else in a pornographic movie, that they should have to pay a penalty, that they're guilty? Также мы должны подумать с учетом того неправедного использования изображения, о котором я говорила в самом начале,
Как с этим бороться? Может быть, нужны какие-то правила или законы, если, например, делают порнографический фильм, в котором включают изображение реально живущего человека. Что делать? Какие законы принять? Может быть, все-таки виновного наказывать как-то за это? And when we see synthetic imagery that looks like a photograph but is not, А когда мы видим синтетические изображения, которые похожи на фотографию, хотя ею не являются, we should not call it a photograph. мы не должны называть их фотографиями. But what should we call it? We have to come up with new vocabularies. А вот как их называть? Тут нужно придумывать новые слова, новые вокабулярные. So there's a lot of thinking required. Тут есть над чем подумать, и думать нужно очень много. So to me, the digital revolution is barely begun, С моей точки зрения, цифровая революция только-только началась. but it's now getting very intense and serious. Но она набирает обороты и становится очень серьезной. And my hope is that humans, rather than algorithms, show us the way. Я надеюсь, что дорогу вперед нам покажут не алгоритмы, а люди. And now I'm going to use up all my Russian. Ну и весь свой русский я на этом вот использую.